Вот оно вроде и проще пареной репы, но оказалось, что картошка – это вполне себе наукоемкое производство. И чтобы не быть голословным, скажу, что начинается все в агролаборатории. Здесь идеальный картофель выводят в пробирке. Черенки от материнского растения в условиях строгой стерильности рассаживают по колбам в питательную среду. И, как нам объяснила директор центра, такое размножение называют меристемным. Это быстро делящаяся ткань, в которой заложены все генетические свойства, заложенные селекционером. Бактерии и вирусы движутся медленнее, чем растет меристема. Вычленив ее, практически 100% гарантия здорового растения. Так что осуждать картошку за инкубаторское происхождение не нужно. Это залог ее урожайности, хорошего вкуса и устойчивости к вредителям. Но пока дадим малышам немного подрасти и посмотрим, что их ожидает далее. Это уникальная для страны теплица, где больше 20 тысяч картофельных кустов 3-4 месяца растут вообще без торфа и почвы. Все дело в гидропонике. Питательный раствор корнеплоды получают напрямую, а значит, к ним есть полный и удобный доступ. Здесь получается у нас определенный размер, то есть вот 3 сантиметра, они такие крупненькие. То есть мы не смотрим на длину, мы смотрим, чтобы они в диаметре были хорошие. Если в диаметре хороший, срываем. Но даже этого пока еще мало для того, чтобы окончательно покинуть родную теплицу. Но перед продажей семенной материал еще предстоит размножить. Перед тем, как попасть к конечному покупателю на во-вторых, достигает нужного уровня урожайности. И вот уже 3-е поколение предстоит перебрать и провести предпродажную подготовку. Ежегодно из этого комбината выходят на продажу около 1,5 миллиона клубней. За семенным картофелем в поселок Мирный приезжают фермеры из всех соседних регионов. А не так давно ставропольские клубни прижились даже на Сахалине. Урожайность отмечают и там. Купленная у нас суперэлита для ленивого человека даст 1 к 10. Если человек приложит усилия, немножко времени, немножко денег, то он может вырастить колоссальный урожай. Сейчас, наверное, минимальное количество проблем нам создали санкции. Это, конечно же, запчасти, это импортная техника, которая присутствует у нас. Во всем остальном мы не пострадали. А еще растят здешний картофель на высоте в 1200 метров над уровнем моря. Так и с вредителями полегче, и звучит красиво. Так что хорошего урожая ждут Никита Шишков и Павел Селиверстов. Ставропольское телевидение.